Несмотря на негативные показатели инфляции США, которые могут заставить ФРС повысить ставку в июне, биткоин все равно начинает восстанавливаться после 5% падения, благодаря положительным прогнозам от Байдена, который сказал, что проблема дефолта будет решена уже очень скоро, из-за чего мы вновь сможем вернуться гораздо выше 27 тысяч. Также Китай продолжает радовать нас хорошими новостями, ведь пока Гонконг готовит миллиарды долларов для покупки крипты 1 июня, Пекин планирует стать международным инновационным центром цифровой экономики, и CZ уже ожидает новый булран в начале лета. Дополнительно эфириум с каждым днем становится все популярнее, благодаря возможности ликвидного стейкинга, ведь чуть больше месяца после обновления Шанхай количество заблокированных эфиров выросло на 14%, до 21 миллиона монет, и такой спрос на эфир только положительно влияет на его цену, особенно после будущей интеграции в Twitter. Но и самое интересное, эра искусственного интеллекта продолжает развиваться семимильными шагами, ведь Илон Маск уже тестирует свои чипы на людях, а акции Nvidia летят на 30% вверх, благодаря рекордной прибыли из-за спроса на процессоры для искусственного интеллекта. Собственно говоря, именно эти последние важные события мы разберем в сегодняшнем видео, поэтому смотрите его до конца, а перед просмотром не забудьте поставить лайк, ведь мы для вас готовим масштабное видео, в котором разберем искусственный интеллект в сфере крипты, который сейчас очень популярный, а также составим для вас топ монет на базе искусственного интеллекта, на которых вы сможете заработать. И чем быстрее мы наберем 500 лайков под этим видео, тем раньше мы выпустим этот ролик. Ваша поддержка для нас очень важна, и мы благодарны за каждый лайк, который вы ставите. Поэтому заранее всем спасибо, мы начинаем. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Сегодняшнее видео мы начнем с биткоина, и, кстати, на днях ведущие аналитики самого масштабного банка Америки JP Morgan провели анализ биткоина с золотом и спрогнозировали его цену на этот год, и от этих цифр вы точно будете в шоке. А данный прогноз от JP Morgan мы оставили в нашем телеграм-канале, поэтому переходите, подписывайтесь, узнавайте, сколько будет стоить биткоин, и получайте самые эксклюзивные новости 24/7 только в нашем телеграм. Возвращаясь к биткоину, могу сказать, что после неудачных 2 дней он потерял 5% и во второй раз опустился ниже 26 тысяч. Такое движение было связано с плохими новостями касательно переговоров по дефолту, ведь сделка для повышения лимита госдолга так и не состоялась, о чем мы говорили вот в этом видео. Но начиная с четверга, биткоин начал восстанавливаться, а в пятницу даже был вот такой резкий скачок на 2% вверх. Но с чем связано начало такого роста и куда будет двигаться биткоин дальше? Причины такого движения связаны все с тем же дефолтом. Во-первых, дату X, когда США может объявить дефолт, перенесли до 5 июня. Это заявила Минфин Джанет Йеллен в письме спикеру Кевину Маккарти. По словам Йеллен, денег в казне должно хватить именно до 5 июня, потому что в течение недели после этой даты они должны провести платежи на сумму около 92 миллиардов долларов, но денег у них уже не будет. Поэтому Байден и Маккарти получили дополнительную неделю для решения этой проблемы. При этом Байден заявил, что сделка по повышению лимита госдолга кажется очень близкой, и он настроен оптимистично, после чего фондовый рынок начал рост, а за ним потянулся и биткоин. И, наверное, многие уже начинают забывать про инфляцию, но при этом она никуда не делась. Ведь самый любимый отчет ФРС, ценовой индекс, за апрель превысил все ожидания и вырос на 0,1%. Судя по таким данным, летние каникулы ФРС отменяются и никакой паузы в повышении ставок не будет, потому что шансы на повышение ставки 14 июня сразу выросли до 64%, хотя до этого были на уровне 17%. Тем не менее, даже такие данные не напугали рынки, ведь все внимание направлено именно на госдолг США, и повышение ставки на 0,25% кажутся не такими уж и страшными, ведь лучше уже бороться с инфляцией, чем с экономическим кризисом после дефолта. Правда, угроза дефолта также должна быть решена в ближайшее время, возможно даже на следующей неделе, и если это произойдет, вероятно рынки отреагируют положительно, поэтому ждем очередные комментарии от Байдена и Маккарти. А следующая новость прилетела к нам прямиком из Китая. Тема легализации крипты в Китае до сих пор актуальна, ведь новый законопроект вступит в силу буквально через 4 дня, после чего розничные инвесторы Гонконга смогут покупать крипту. Мы уже снимали 2 ролика про Китай, в которых разбирали, кто сможет покупать крипту в Китае, а также какие конкретно монеты вырастут на фоне таких положительных новостей, поэтому рекомендую посмотреть. Но на этой неделе также произошло важное событие, ведь в среду активно начали обсуждать ролик, который транслировали на китайском телевидении. Трансляция, которая вышла в эфир 23 мая, была посвящена регуляторам ценных бумаг в Гонконге, которые создают систему лицензирования для поставщиков цифровых
цифровых активов. И особое внимание на это обратил CZ, который у себя в Твиттере написал: «Центральное телевидение Китая только что транслировало криптовалюту. Это большая новость. Китайскоязычное сообщество гудит. Исторически подобные события приводили к булранам». А в это время Пекин опубликовал белую книгу по инновациям и развитием Web3. Пекин планирует стать международным инновационным центром цифровой экономики. CZ также прокомментировал данную новость и написал: «Интересный выбор времени для этого документа Web 3.0 от Пекинского комитета по технологиям в преддверии 1 июня в Гонконге». Конечно же, после таких новостей криптосообщество активно начало обсуждать, как это отразится на крипте. Ведь Гонконг – это финансовый центр Китая, где сконцентрированы миллиарды долларов капитала, часть из которых могут направиться в рынок крипты. И как написал CZ, мы увидим настоящий булран, благодаря чему сможем заработать. А если вы не знаете, как это можно сделать, просто воспользуйтесь подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro позволяет ежедневно получать качественный и прибыльный анализ рынка от команды аналитиков Coin22, которые на протяжении уже более полугода продолжают предоставлять огромное количество прибыльных сделок. Например, на недавнем движении рынка участники Pro заработали от 20% на падении монеты Sandbox, а также от 40% на активном пампе монеты Polygon, потому что они заранее получили аналитику и открыли сделки. И таким простым образом зарабатывать может каждый из вас, даже если вы новичок, потому что мы предоставляем пошаговое бесплатное обучение с нуля, после которого открытие сделки не будет занимать у вас больше 5 минут. Поэтому если ты желаешь начать зарабатывать на крипте, не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании и зарабатывай вместе с подпиской Pro. Вначале мы говорили о биткоине и часто его обсуждаем в наших видео, но мы мало времени уделяем эфиру, хотя после обновления Шанхай, которое было 12 апреля, эфир стал самой популярной монетой для стейкинга. И если после обновления все думали, что эфир начнут активно выводить, то сейчас все наоборот, ведь по факту нет валидаторов, которые хотят вывести эфир из стейкинга. Данные показывают новый рекорд количества активных валидаторов в сети, который находится на уровне 667 тысяч. Сейчас количество эфира в стейкинге превышает 21 миллион, около 17% от общего оборота, в то время как у других монет более высокие коэффициенты стейкинга от 40 до 60, из-за чего у эфира есть хороший потенциал для роста. Известный аналитик Bloomberg Майкл Маклоун ожидает, что эфир будет торговаться выше $2500 в 2023 году и вырастет до $6000 к 2025 из-за множества обновлений, ведь Шанхай только позволил выводить эфиры из стейкинга, но многое другое нас ждет еще впереди. А еще появилась информация, что Илон Маск планирует добавлять платежи через эфириум, а также биткоин внутри Твиттера. Такие слухи появились после публикации вот этого видео, в котором после обновления у одного пользователя появилась функция доната через эфир и биткоин. Конечно, данная функция еще не работает официально и от Твиттера никаких заявлений еще не было, но все более чем реально, учитывая, что Маск уже сказал, что планирует вернуть функцию покупки Тесла за биткоины, а также в недавнем интервью Маск сказал, что продолжает покупать крипту и самой любимой его монетой остается Доги. Поэтому, анализируя такое отношение Маска к крипте, я думаю, что биткоин, эфир, а также доги будут доступны внутри Твиттера. И раз уж мы вспомнили про Маска, то нейротехническая компания Илона Маска Neuralink объявила, что получила одобрение от США на свое первое клиническое исследование имплантов головного мозга на людях. В Твиттере компания заявила: «Мы рады сообщить, что получили одобрение на запуск нашего первого в человеке клинического исследования. То есть теперь все исследования чипов для мозга могут тестировать уже на людях, а не на животных, как это было ранее, чтобы оценить все возможности искусственного интеллекта в реальной жизни. На самом деле сейчас искусственный интеллект имеет огромный потенциал и за ним наше будущее, ведь абсолютно все мировые компании, которые даже далеки от технологических разработок, принимают участие в развитии искусственного интеллекта. И показателем такого интереса является компания Nvidia, ведь выручка после публикации отчета по доходам за первый квартал оказалась намного выше прогнозов из-за растущего спроса на чипы для искусственного интеллекта. За отчетный период выручка компании составила больше 7 миллиардов долларов, против ожиданий в 6,5 миллиардов, после чего акции выросли аж на 25%. В Nvidia заявили, что прибыль обеспечил спрос на графические чипы для поставщиков облачных услуг, а также процессорами интересовались крупные компании, использующие видеоускорители для обучения технологий искусственного интеллекта. Этими технологиями сейчас интересуются все мировые гиганты. Например, компания Microsoft, которая ставит искусственный интеллект на первое место для разработок, Google, которая уже начинает внедрять технологию в поисковую систему, Apple планирует создать собственную версию чата GPT, а вчера банк JP Morgan вступил в гонку искусственного интеллекта и предоставил свою версию чата GPT под названием Index GPT. Данная разработка будет работать для бизнес-подразделений, и это только верхушка айсберга из
миллиона компаний, которые желают взаимодействовать с искусственным интеллектом. К тому же IT-директор подразделения банка UBS Global заявил, искусственный интеллект способствует росту широкого круга компаний, включая полупроводники и облачные вычисления. Основываясь на данных IDIC и Bloomberg, в 2020 году объем рынка оборудования и услуг искусственного интеллекта составил почти 36 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что к 2025 году рынок вырастет на 20% в год и достигнет 90 миллиардов долларов. И добавил, мы не считаем, что рост искусственного интеллекта является неустойчивым. Спросите, как это влияет на крипту? Да максимально просто, ведь токены, которые базируются на основе искусственного интеллекта, выросли после публикации отчета Nvidia. Например, такие монеты, как AGX вырос на 19%, Cortex подорожал на 6%, токен MDT прибавил 6,5%, и это только самые популярные. Вот поэтому даже те, кто раньше скептически относился к искусственному интеллекту, сейчас вовсю пользуются чатом GPT или другими подобными разработками. И лично я считаю, что эту технологию можно сравнить с началом эры интернета, и потенциал у нее очень большой, а в комбинации с криптовалютой с этого может получиться действительно достойный продукт, который мы будем не только пользоваться в повседневной жизни, а еще сможем зарабатывать на росте монет, о которых, напомню, мы расскажем после того, как наберем под этим роликом 600 лайков. Вот такие новости мы получили на этой неделе. Возможно, если у вас возникли вопросы, то оставляйте их в комментариях. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаю вам продуктивного начала следующей недели и увидимся очень скоро. Всем пока!